В одном небольшом городке жил мальчик по имени Алекс. Его семья была очень бедной, и каждое утро он надевал старую, изношенную одежду, которая давно потеряла свою первоначальную форму и цвет. Внешний вид мальчика не вызывал ничего, кроме жалости. Его ботинки были рваными и грязными, а рубашка и брюки, хотя и чистые, все равно явно не подходили к статусу других детей в классе. Алекс часто ощущал, как на него смотрят с презрением, но он привык к этому. Однажды, в день, когда учитель начал раздавать задания по математике, Алекс вновь оказался в центре внимания. Его внешний вид сразу привлек внимание преподавателя, который, несмотря на все попытки скрыть это, не мог скрыть своего недовольства. Он сразу принял решение, что Алекс – один из тех учеников, которые не интересуются учебой и, скорее всего, не смогут справиться с заданием. Но когда учитель попросил всех решить сложную задачу на доске, Алекс, как всегда, не пытался привлечь к себе внимание и уселся в углу класса. Он молча достал тетрадь и стал писать. Его движения были уверенными и быстрыми, несмотря на то, что большинство учеников терялись в попытках решить задачу. Алекс же без труда написал решение, которое оказалось правильным и даже элегантным в своем подходе. Учитель, увидев результат, не мог поверить своим глазам. Мальчик, который казался ему несостоятельным, решил задачу, которая ставила в тупик самых умных в классе. Он подошел к Алексу, но тот, не поднимая головы, продолжал работать, словно ничего не произошло. В тот момент учитель осознал, что его прежнее отношение к ученику было ошибочным. Алекс был гением, скрытым за слоями бедности и невидимой для окружающих личной изоляции. Он мог бы быть одним из лучших студентов, но об этом никто не знал. Он никогда не говорил о своих способностях, предпочитая молчать, чтобы избежать насмешек. Но его тихое упорство вскоре обратило внимание не только учителя, но и его одноклассников. Со временем Алекс стал показывать свои таланты. Его учеба была не просто хорошей, она была исключительной. Учитель, осознав свою ошибку, стал поддерживать его, и его успехи в математике быстро распространились по школе. Алекс больше не сидел на задней парте в одиночестве. Теперь он стал тем, к кому обращались за помощью, и его одноклассники начали воспринимать его совсем иначе. Этот случай научил всех, что нельзя судить о человеке по его внешности и бедности. Внутри каждого может скрываться удивительный потенциал, и порой именно те, кто на первый взгляд кажутся слабыми, оказываются самыми сильными.